Здравствуйте, уважаемые участники группы ЕРТЕ. Я решил побольше обращать внимание и побольше общаться, отвечать на вопросы, которые вы пишете в группе. Сейчас я прочитал вопрос одной женщины, которая пишет: ко мне каждое воскресенье приезжает дочка моего мужа, и много лет подряд она ведет себя агрессивно, постоянно во всем завидует и постоянно ведет себя неподобающим, по ее мнению, образом, кричит на нее и так далее. И сразу же хотелось бы объяснить, что это такое, как необходимо или что необходимо делать с такими людьми. Вы понимаете? Очень часто люди, когда начинают видеть, как другой человек ведет себя агрессивно, когда другой человек кричать начинает, они считают, что нужно это все воспринимать в штыки и бороться с этим. Я хочу вам сказать, что существует единственный эзотерический метод, который вам подскажет, что необходимо сделать. Когда человек кричит, запомните, никогда его не перебивайте. Второе. Как бы он ни кричал, всегда с этим соглашайтесь. Что бы он ни говорил, старайтесь согласиться. И третье. После того, когда он это сделал, обязательно, как бы он вас ни обвинял, подойдите и обнимите этого человека. Почему я это говорю? Дело в том, что все люди разные. Очень часто человек накапливает в себе проявление любви, которое в извращенной форме он хочет проявить потом, но он, к сожалению, не знает, как это сделать. И по привычке, от недостаточности воспитания, возможно, по незнанию, он эту любовь хочет проявить и проявляет ее в виде сначала неудовольствия, накапливает, не выговорит. Что ж такое? Невыговоренность. И единственная возможность, и единственный вариант развития событий – это выговориться. Как бы человеку, жене, мужу, кому-либо не было плохо, они в силу своего воспитания начинают это накапливать в себе. Они накапливают это, они это в себе культивируют, это все в виде чувств в них накапливается, и в какой-то момент они хотят это все выплеснуть. Будьте тем человеком, который это все услышит. Даже если там 100 раз будет сказано, что вы нехороший человек, что вы в чем-то виноваты и так далее. Вот я вам говорю, соглашайтесь, говорите: да, так и есть. Спасибо, что ты это сказал. Я буду изменяться. Но обязательно в конце подойдите и обнимите этого человека. В случае, если вы будете это делать, то все эти вопросы, все эти вопросы навсегда у вас закончатся, и вы больше в дальнейшем не будете сталкиваться с такой проблемой. Иначе вот такие ругни, когда один человек начинает говорить: ты не прав, и там себя плохо ведешь, и должен быть таким, а вы говорите: нет, я докажу тебе что-то, неправильно. Вам человек говорит: ты не права. Вы не отвечаете, он продолжает: ты плохо себя ведешь, ты неправильно поступаешь и так далее. После этого молчит, и вы говорите: да, я все принимаю, конечно, ты абсолютно прав, так и есть, я такой больше не буду. И после этого подходите и обнимаете человека. На этом конфликт завершается. В случае, если человек накапливает, то он должен обязательно это выговаривать. Находите возможность принять любовь того человека, который живет рядом с вами. Принять любовь этой несчастной девочки, которая воспитывается не мамой или, я не знаю, не видит отца. Она приезжает, она имеет право проявлять какой-то негатив. Почему? Ну а где она еще сможет негатив проявлять? В школе ей там поругают ее, дадут ей по рукам. Дома маму боится, там папу боится. А вы, как чужая тетя, ну, могли бы принять, ничего страшного. Это говорит о том, что она вам доверяет, о том, что она хочет видеть вас подругу. Ну, с кем мы вообще делимся? Мы же делимся с самыми близкими людьми. Вот Влад едет со мной, я же не буду ему высказывать что-то плохое, потому что он большой, побьет меня. А дома своей жене я выговорю, конечно, скажу. Она же маленькая, слабая, вот ей расскажу там: вот не так, и ты не такая, еще что-то. Ну, и я к ней, в общем-то, ничего не имею. Это просто такая особенность людей. Мы умеем накапливать плохое, и нам нужно кому-нибудь проявлять эту любовь. А когда при бабушке кричит мать на ребенка,
Когда при бабушке мать кричит на ребенка, то у этой мамы нехорошо все с головой. Ей надо папа, который будет ей ежедневно делать уколы по вечерам. Правильные. А это как раз проблема женщины, знаете. Ну, ничего сделать нельзя. Не становитесь в позу обвинения такой матери. Вообще, если у вас есть иерархия, допустим, мама самая главная. Вот что бы ни сказала мама, пусть это будет правильно при ребенке. Допустим, мама кричит на ребенка: ты там не так поступил, и я там... Не вмешивайтесь, молчите. Это школа для ребенка, для мамы. А вот когда уже все закончилось, можно сказать: ну, будь чуть-чуть теплее, потому что ты пугаешь ребенка, кричишь и так далее. Ну, вот так это все делается. И бывает другой вариант. Кто-то на кого-то кричит, тут встревает бабушка, начинает орать. Тут уже ребенок ни при чем, начинает бабушка, влезает дедушка, влезает дядя, влезает еще кто-то, и потом друг на друга месяцами обижается, этот ребенок готов повеситься после этого. Ну вот так обычно во всех семьях и происходит. Я прав? Ужас. Так что воспринимайте близких, воспринимайте их с любовью. Давайте им возможность высказать даже самое плохое по отношению к вам. Не боритесь с этим и уж точно не обижайтесь. Не забывайте, что в конце каждого скандала человек ждет не то, чтобы на него обижались и его воспитывали, а то, чтобы его крепко обняли и пожалели. Ведь он перенес такое длительное наказание в виде накопления своих вот таких нервных, негативных состояний. Вот, собственно, это и хотел вам сказать. Вот стоило только мне начать проводить прямую трансляцию, сразу я начал быть всем необходимым. А это о чем говорит? Это говорит о том, что люди, которые сейчас смотрят, им это кармически необходимо. Прям очень важно услышать то, что я вам говорю. Вот мужчины, не воспитывайте женщин, выслушивайте, что они говорят. Женщины, не воспитывайте мужчин, слышите все, что они говорят, совсем соглашайтесь. Это все разговоры. На самом деле это не связано с внутренними чувствами в большинстве своем. И ничего на самом деле не обозначает. Это просто временное переизбыток внутренних чувств заставляет мозги страдать. Ну и это все необходимо принять, обнять. Как там говорил Николай Бородач? Понять и простить. Понять, простить и отпустить. Понять, простить и отпустить. Вот где-то так. Мы очень часто видим и накапливаем все плохое, что мы замечаем рядом с нашими близкими. А нужно искать что-то хорошее. Ведь на самом деле каждый из этих людей, он что-то делает для семьи. Нет двоих людей, которые живут в семье, где один полностью ничего не делает, а второй полностью все делает. Каждый в меру своих возможностей. Каждый что-то делает друг для друга. Это и называется семья. Даже дети. Там кто-то писал: Андрей Андреевич, мой ребенок все время ходит на носочках. Когда ребенок ходит на носочках, это говорит о том, что ребенок уважает другого человека. И уважает, а его начинают обвинять, говоря: ну не ходи на носочках. Ну как же это возможно, если сам синдром хождения на носочках связан с тем, что человек, который ходит на носочках перед кем-то, уважает того человека, перед которым он находится. Вот смотрите, собака служит, она ходит на задних лапах. Вообще носочки — это элемент проявления уважения. Не зря говорят: не ходи перед ребенком на носочках или на цирлах, говорят. На цирлах — это на носочках. Почему? Потому что очень большое уважение перед этим ребенком, поэтому на носочках ходим. Также и дети. Если ребенок ходит на носочках, то он уважает, и это врожденное его качество. И нужно сказать ему, что мы тебя тоже уважаем, мы с тобой равны, и ты, и я, мы братья и сестры, несмотря на то, что я мама, а ты ребенок, мы все равно имеем, мы одна семья, у нас равные права и так далее. И вот это является психосоматическим решением данного заболевания, когда ребенок ходит на носочках. Ирина Куриндаш: все верно, априори принять сложно. Да, я согласен. Эгоизм внутренний, он мешает человеку что-либо делать.
а духовный путь сложный. А кто говорил, что будет легко? Ну вот так, в общем-то, все происходит у нас в нашей жизни. Я постараюсь дополнительно проводить вот такие индивидуальные впрыжки в группу нашу. Пишите вопросы, я буду их обсуждать вместе с вами. Так мы будем ближе и будем чаще видеться. Ну, еще раз спасибо, до свидания.